Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Я уверен, что все еще немало игроков продолжают играть в PES 2021, несмотря на то, что мы все с вами тут уже давным-давно обратили свое внимание на eFootball. И для таких игроков я постоянно рассказываю о разного рода модификациях, как небольших, так и полноценных, которые преображают 21-ю часть Pro Evolution Soccer. И сегодня предлагаю вновь поговорить об одном из таких. Патч из ролика «Самый лучший патч для PES 2021», а именно SP Football Life от команды Smoke. Рассмотрим их патч на новый сезон и вкратце я объясню, как его установить. Поддержите это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Новая версия патча SP Football Life, как-то ни странно, привносит в PES 2021 контент на сезон 23-24. А это значит, что база данных футболистов и команд была обновлена на актуальный сезон. И что самое интересное, это также касается нашей российской премьер-лиги. Все новые команды и актуальные составы прямо-таки в игре. Поэтому, если вам лишний раз не хочется тратиться на патчи с российской премьер-лигой, чтобы поиграть с актуальными составами, с актуальными командами, SP Football Life будет прекрасным выбором для вас. В рамках обновления базы данных была добавлена новая лига, а именно Лига Саудовской Аравии, обновили лигу MLS под стать Лионелю Месси, ну и в общем над базой данных действительно неплохо так поработали. Естественно, были обновлены рекламные щиты на стадионах, были обновлены футбольные мячи под новый сезон, под чемпионаты, были обновлены логотипы команд некоторых чемпионатов, которые успели обновиться за прошедший сезон. Ну и в общем команда Smoke не ограничилась всем этим и помимо патча также предоставляет кучу различных аддонов со стадионами и лицами, поэтому после того, как вы скачаете патч, если хотите играть с реальными лицами и с реальными стадионами, их вам придется докачать отдельно, но об этом чуть позже. Что самое интересное, после предыдущей версии разработчики сделали возможность вернуть оригинальный геймплей PES 2021. Они обновили свой нынешний геймплей, немножко его подкрутив, переиначив некоторые настройки, но если он вам все еще не нравится или не нравится вообще в целом, то вы спокойно можете вернуться к геймплею 21 части, просто воспользовавшись отдельным переключателем в файлах игры. Что же касаемо установки, то здесь ничего особо не изменилось и все крайне и крайне просто. Переходите на их официальный сайт, ссылка на который будет в описании, и скачивайте 11 архивов весом по 2 гигабайта. По итогу 11 частей архивов у вас выйдет на 20 гигабайт. После распаковки файлы будут весить 30 гигабайт. Учтите это при скачивании. После того, как вы скачали и распаковали архивы, заходите в папку и выбираете экзешник. В экзешнике указываете диск, на который хотите установить все это действие, диск C или диск D. Самое главное, чтобы не было кириллицы. Убедитесь в этом. И после этого нажимаете на кнопку «Установить». Экзешник автоматически установит вам игру и патч вместе с ним. И после завершения установки все, что вам требуется, так это просто нажать на экзешник и запустить игру. Мой небольшой совет, если у вас будут наблюдаться некоторые фризы после того, как вы запустили игру, то советую запускать ее от имени администратора, поскольку это пиратская версия игры, это имеет значение. И при запуске от имени администратора лагов быть уже не должно. Много распинаться по поводу SP Football Life не буду, потому что опять же на канале выходил отдельный ролик, в котором я назвал этот патч лучшим для 21 части, и в какой-то степени это действительно так, потому что работа над базой данных у смоуков действительно очень и очень хорошая, и даже работа над нашим чемпионатом оставила приятное впечатление. Единственный минус, как по мне, так это скачивание отдельных архивов, отдельных паков со стадионами и с фейсами, то есть у вас нет возможности выбрать какие-то конкретные фейсы для конкретной лиги и скачать только их. Если вам нужны фейсы, то вам придется скачать все фейсы, а их на самом деле немало и весят они также крайне много. Но это небольшие издержки. Как сообщают сами разработчики, некоторые игроки пользуются своими фейс-паками и устанавливают их вручную отдельно, не пользуясь паками от команды смоуков, поэтому на вкус и цвет товарища нет, как говорится. Ну а на этом мой небольшой обзор нового патча от команды Smoke подходит к своему завершению. Не забывайте поддерживать это видео, если оно вам понравилось, оказалось полезным, потому что, как правило, почему-то подобные ролики про патчи набирают намного меньше лайков, а пользы зачастую они несут намного и намного больше. Поэтому не поскупитесь на свою активность в виде лайков и комментариев. Также подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на них в описании, и про этот канал не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи с установкой и приятной игры. Всем пока!